Стая волков окружила одинокого олененка, предвкушая легкую добычу. Но вы только посмотрите, кто пришел ему на помощь. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Северное солнце пробивалось сквозь густую крону хвойных деревьев, разливаясь мягким золотом по таежным просторам. Влажный воздух пах смолой и прелыми листьями, и казалось, что сама природа дышит в унисон с каждым шагом. Между мохнатых стволов берез и сосен мелькали силуэты благородных оленей, величественного стада. Среди них, под защитой могучих взрослых, шагал маленький олененок по имени Гром. Он только недавно научился уверенно держаться на ногах и теперь с восторгом открывал для себя окружающий мир. Олени двигались по привычному пути, от одного лесного ручья к другому, пробираясь сквозь заросли и густой кустарник. Они были осторожны, прислушивались к каждому треску ветки и улавливали малейшие запахи. Вел стадо старый олень Велес, мудрый, много переживший вожак с суровым взглядом и гордым станом. Его огромные рога были словно древо, выросшее из силы и опыта. Он шел уверенно, с глубокой ответственностью за каждого члена семьи, и его поступь внушала спокойствие. Рядом с Громом двигалась его мать, Лада. Молодая, но уже опытная, она то и дело касалась сына мордой, словно напоминая «я рядом». Но любопытство олененка было сильнее осторожности. Пока взрослые сосредоточились на выкапывании корешков и поиске ягод, Гром заметил яркую стрекозу, порхающую в солнечном луче, и не удержался, побежал за ней. Сначала он отошел совсем немного, но потом увлекся и оказался все дальше от стада. Ему не было страшно. Лес казался полон чудес. Пение дроздов, стук дятла, шелест листвы, вспорхнувшие глухари. Гром играл, крутил веточку, срывал траву и разбрасывал ее копытцами, подпрыгивал, пугая кузнечиков. Он веселился, как может веселиться только дитя, не зная, что рядом таится смертельная угроза. Тем временем в стаде нарастало беспокойство. Лада подняла голову, настороженно огляделась и тревожно позвала сына протяжным звуком. Ответа не последовало. Она позвала снова, громче и настойчивее. Другие олени насторожились. Велес шагнул вперед, прижал уши и вскинул голову, улавливая запахи. В воздухе повисла тревога. Его глаза сверкнули жестким светом. Он чувствовал неладное и готов был повести семью в сторону опасности, если это потребуется. А Гром в это время оказался в незнакомой части леса. Деревья редели, травы становились выше. Звуки стихли. Даже птицы умолкли, будто лес затаил дыхание. Олененок остановился, настороженно поднял голову. Его инстинкты подсказывали, нужно быть осторожным. И тут он заметил движение. Из-за кустарника начали появляться хищники. Это были волки, серые хозяева леса. Их оказалось 8 взрослых особей. Они двигались рывками, сбиваясь в хаотичный круг, то приближаясь, то отскакивая. Их глаза сверкали желтым светом, а пасти оскалились в жуткой ухмылке. Они предвкушали легкую добычу. Гром замер. Страх охватил его сердце, но не парализовал. В памяти всплыли сцены, когда взрослые олени вставали на защиту друг друга, угрожающе топали копытами и резко фыркали. Он попробовал сделать то же самое. Поднял голову, вытянул шею, громко фыркнул и топнул копытцем. Его тонкие ноги дрожали, но он размахивал ими, пытаясь отпугнуть врагов. Первая волчица приблизилась, пригибаясь к земле. Она метнулась вперед, но в тот момент Гром резко топнул сильнее, подняв облако сухой пыли и пронзительно взвизгнул. Волчица остановилась.
Обычно детеныши не сопротивлялись, но этот малыш вел себя иначе. Тем временем Лада мчалась сквозь лес, слыша зов сына. Она звала его, и ее тревожный крик перекрывал все другие звуки. Каждый ее прыжок звучал, как удар сердца. Земля дрожала под ее копытами. За ней настороженно и молчаливо двигалось все стадо, а впереди шел Велес. Его тяжелые рога раздвигали ветви. Его дыхание было похоже на гул грозы. Он чувствовал, сейчас решается судьба его семьи. Волки начали наступать плотнее. Один из них бросился вперед и когтями оцарапал бок Грома. Олененок взвизгнул пронзительно, отчаянно. Он отступил на шаг, но тут же выпрямился и снова фыркнул, пытаясь ударить копытцем. Хищник отпрянул. Этот крик услышала Лада. Она узнала его. Зов своего детеныша невозможно было спутать. Ее ответный рев был мощным и пронзительным. Она неслась, будто сам лес расступался перед ней. Через мгновение Лада ворвалась в круг волков. С рыком и не сбавляя скорости, она бросилась на врагов. Те отскочили, испугавшись ярости матери, но не ушли. Они кружили, выискивая слабости и издавая свой нервный вой. Велес в это время занял позицию чуть в центре, поднявшись на пригорок. Его фигура, широкая и сильная, возвышалась над стаей. Он громко фыркнул, и это прозвучало как предостережение. Гром прижался к боку матери, дрожа, но не сдаваясь. Он уже знал, что значит бороться. И тут появился новый звук — гул моторов. По проселочной дороге выехали машины лесников. Джипы осторожно остановились. Почуяв людей, волки сразу растворились в лесной чаще. Люди в выцветшей форме знали, рядом с оленями нельзя делать резких движений. Моторы заглушили. Один из лесников, опытный егерь и ветеринар Андрей, взял рацию, коротко связался с базой, а затем медленно вышел. Его лицо было спокойным, он не раз сталкивался с подобным. Олени уловили запах людей. Это был знакомый, невраждебный запах. Велес не препятствовал, когда Андрей подошел к Грому. Малыш дрожал, но не сопротивлялся. Ветеринар быстро обработал рану, наложил повязку и сделал укол. Велес следил за каждым движением, готовый вмешаться, если что-то пойдет не так. Когда машины уехали, стадо еще долго стояло на месте. Только когда солнце стало клониться к горизонту и небо окрасилось в багровый цвет, Велес повел семью дальше. Гром, прихрамывая, но с гордо поднятой головой, шагал рядом с матерью. В тот день северная природа показала, даже самый маленький представитель великого рода способен проявить невероятную стойкость, а мудрый вожак всегда ведет семью сквозь опасности, сохраняя ее силу и единство. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.